Всем хай! Рассмотрим программу фрезеровки сферы. Параметры R1, R2, R3. Это шаг по углу. Нулевой угол на 12 часов, 90 градусов на 9 часов. R2 шаг, R3 конец, R1 начало. R4 радиус сканирования. R5 радиус инструмента. R6 радиус зуба. R7 припуск. R8 Z центра закатки. R9 X центра закатки. Для сферы R9 равен нулю. R10 это отход-подход. Расстояние между сферой и инструментом. R11 подача. Красненькая. Я сначала отнимаю шаг, потом его прибавляю, чтобы первый шаг остался равен нулю. Ну, значению, которое в R1 забито. Потому что после while сразу идет прибавка шага. Голубенькая. Это вот этот рисунок. Если есть ограничение по Z, надо рассчитать угол для этого Z. Это и рассчитывается. И чтобы его задействовать, просто надо здесь точку запятой убрать и приравнять к R3 R17. Синенькая. If. Если R14 это у меня динамический измененный угол, будет идти больше равен конечному, то приравнивается R14 к конечному и отрабатывается соответственно. Возвращается на повтор, и здесь уже R14 равен R3, while не работает, и поэтому прыгает сразу на конец программы. Посмотрим, что у меня здесь. Забита программка, весь симулируем. Это не та программка. Забита программка. Симулируем. Вот получили сферу. У фрезы радиус маленький, поэтому ступеньками получилось. Здесь разрез сделаем побольше. Вот получили. Эти темные следы это артефакты. Это никакие не зарезы. Вот они, темные следы. Угол как есть, ступенька так и есть. Ну, вроде все норм. Это вот из-за отхода. Такая получилась. Ну и теперь посмотрим программку для 3 радиусов. Что я здесь сделал? Я расчеты и фрезеровку сферы выделил лабами. Лаб и лаб-bb. И просто их повторяю с измененными параметрами. Например, для первого случая, первый случай он проходит
Это делается сфера в середине. Потом R9 приравниваем к 85, смещение делаем. И повторяем от метки лап. И он будет повторять до репита. Потом идет следующее изменение параметра. И повторяется уже от метки лап до метки lab.bb. Иначе мы получим опять повтор вот этого лаба. И зациклится программа. И отработает один раз. И будет конец программы. Так. Я изменил фрезу для красивой картинки. 20-ка радиусная. И начальный угол сделал минимальному числу. Иначе ошибку покажет. Нулевая окружность получается. Нулевая не обкатывается. И дает ошибку. Степ поменьше сделал, более гладкую поверхность. Ну и отход-подход обнулил. Чтобы на предыдущие радиуса или на следующие не налазил фреза во время отхода или подхода. То есть у меня фреза вот здесь опускается и поднимается. Ну вот и все. Проверяем. Так. Получили такую баранку. И от радиусной фрезы получилось радиусное донышко. Вот. Все. Получилось красиво. Всем удачи. Пока.